Добрый день, дорогие козероги! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на февраль 2026 года. Да, дорогие, коридор затмений на растущем лунном цикле, разворот Урана, ретроградный Меркурий и Сатурн переходит в знак Овна. Все это у нас с вами на февраль. Так еще и февраль начинается с полнолуния. Полнолуние во Льве, рабочая ось Лев, Водолей, наши планы, амбиции, самореализация и все это устремление в будущее. Месяц будущего могу коротко сказать про февраль для козерогов, и все будет зависеть от того, как мы каждый справимся со своими силами, эмоциями и амбициями. Да, дорогие, это гороскоп по декадам, поэтому информация для козерогов первой, второй и третьей декады будет разная. Также будет общая информация для всех козерогов, которую невозможно поделить ни по декадам, ни по тайм-кодам, поэтому, собственно, тайм-кодов в этом видео быть и не может. Ну что, дорогие, поехали. Козероги первой декады, если вы смотрите по Солнцу, это все те, кто родился в декабре. Козероги второй декады, если вы родились с 1 по 10 января. Козероги третьей декады, если вы родились с 11 января, это знака зодиака Водолей. И если вы смотрите по асценденту, тогда 30 градусов Козерога делите на 3 равных отрезка. И если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20 градус, это вторая декада. И если с 21 по 30 градус, тогда вы третья декада Козерогов по асценденту. Ну что, поехали. 1 февраля у нас полнолуние. Полнолуние во Льве. Яркое, мощное, амбициозное. И здесь захочется очень многим Козерогам сказать, чего же на самом-то деле хочется? Захочется начать двигаться вперед, в будущее, захочется сбросить с себя какой-то балласт и очень сильно почувствуют вот этот сброс балласта прошлых эмоций, потому что уже в январе вы начнете об этом переживать, это козероги первой декады. Будет такая внутренняя усталость, ощущение придет, ее станет настолько много, что захочется все резко поменять. Нептун на самом-то деле 26 января 26 года поменял свой знак, и переходя в знак Овна, он делает квадратуру с Солнцем Козерогов первой декады. И это всегда эмоции, которые нас либо заставляют двигаться вперед, давая нам такое воодушевление, желание новой жизни, новых мечтаний, да, представления о своей жизни, либо же это такое депрессивное состояние, когда мы наоборот не хотим ничего делать. И я всегда за то, чтобы делать, потому что, собственно, скоро, 14 февраля, еще и Сатурн перейдет в знак Овна, и тогда козероги первой декады еще и продуктивнее, очень мощнее станут. Но возвращаемся к началу февраля. Здесь у нас первая неделя февраля, если вот так говорить, первая декада козерогов будет вот так очень мощно переживать это полнолуние, захочется сделать очень многое для своей жизни, и кармические узлы, собственно, по первой декаде рыб уже идут, то есть все, что вы будете делать в феврале, будет, конечно же, приближать вас к тому будущему, что же вы все-таки хотите. Это изменение в вашей личной жизни, изменение в вашей карьере, будете ли вы действовать или бездействование, улучшение вашей финансовой составляющей, либо наоборот здесь так немножечко посидеть и пождать. И в этом момент схожу, что лучше, конечно же, действовать. Вообще февраль это месяц, когда нам всем нужно быть максимально занятыми. Да, козероги второй декады, у вас в это полнолуние будет очень сильно и мощно играть Юпитер своим, конечно же, аспектом оппозиции к Солнцу. Это нереализованные возможности, упущенные выгоды, все те желания, которые вы хотели реализовать, но побоялись. Поэтому здесь включайтесь с начала февраля и делайте очень много. Козероги третьей декады, у вас, конечно же, ушел гармоничный аспект Нептуна, и остается только еще в начале февраля аспект Сатурна, это приобретение недвижимости, также у вас история повышения статуса в своей жизни, это стабильная жизнь, новая работа, собственно, либо какие-то новые должности, новые проекты на этой работе, то есть повышение ответственности, но при всем при этом Уран еще делает гармоничный аспект с Солнцем Козерогом третьей декады. Вот такое начало месяца. При всем при этом у нас с 26 января работает такой очень сильный аспект Марса в соединении с Плутоном. Вообще у нас
на начало февраля и Плутон, и Марс, и Солнце, и Венера, и Меркурий находятся в знаке Водолея. То есть это движение в будущее. Но Марс в соединении с Плутоном – это большое, просто невероятное количество энергии, которое, если мы не будем применять, всегда является разрушительной силой. Мы разрушаем свою жизнь, разрушаем отношения, любовь, карьеру, работу и финансы в том числе. Потому что когда у нас и Марс, и Венера находятся в Водолее, то нам не хочется ни за что отвечать, нам хочется очень быстро распылить свои средства для того, чтобы как-то вот оно быстро куда-то вот так вот ушло, реализовалось, нам стало хорошо. Хайпануть на своих финансах, можно это так назвать. Но это провальная тактика, поэтому здесь козероги. Третья декада. Вам очень хорошо бы вложиться в недвижимость, в полезные покупки, инструменты своего труда и все, что нужно вам для своего будущего, для того, чтобы его улучшить. Козероги второй декады. Здесь очень хорошая история не портить свои отношения. Не надо. Не надо портить связи, контакты, ругаться. Очень сильно захочется. Помните, что Юпитер в оппозиции – это всегда, когда мы очень легко можем испортить свою репутацию. Быть человеком безответственным, быть человеком, который не просто не держит своих слов, но еще и в будущем, в принципе, это тот человек, с которым невозможно иметь дело, потому что он каждый раз легко меняет свою точку зрения. Но опять же, если мы говорим про большой бизнес, здесь важна стабильность к вот таким мощным встряскам. И это очень хорошая история Козероги второй декады. Если вы сейчас в феврале будете заниматься какими-то большими мощными проектами, знаете, если трясет, это нормально. Если есть хейт, это тоже нормально. Здесь главное выдержать встряску. И самое начало февраля, оно такое не самое сложное. Козероги первой декады. У вас, дорогие, самое важное, мощное – это стремление вперед, в свое будущее, в свое развитие. На самом-то деле свои финансы. Вспомните, Козероги первой декады, что случилось с вами весной 2025 года, в конце марта, в начале апреля, май, июнь, июль, август и сентябрь, когда Нептун был в знаке Овна. Вот Козероги первой декады, сейчас этот момент вспомните, какие эмоциональные состояния у вас были, какие у вас были желания, воодушевления, потому что у всех будет по-разному. И точно же эти события у вас начнут случаться как раз-таки с февраля. Что касается финансов и про Сатурн, расскажу чуть позже, потому что у нас еще первая неделя февраля, у нас 4 февраля разворачивается из ретроградного движения Уран. И, конечно же, Козероги тоже это сильно почувствуют. Козероги третьей декады 100% почувствуете. У Козерогов первой декады вы почувствуете это через как раз-таки эмоции. Будет такая небольшая встряска. У Козерогов второй декады могут остановиться проекты, дела на работе. Зависнуть. То есть если вы ждали какой-то такой резервный момент, то есть будет остановка немножко каких-то таких проектов, будет казаться, что как-то вот оно все зависло, но это будет такой недолгий момент, потом пойдет быстрое ускорение, поэтому если вы просили о запасе прочности времени, здесь будет такая небольшая остановка. Козероги второй декады можно будет себе немножечко запланировать отдыха. И да, идем дальше. Заканчивается у нас ретроградное движение Урана. Не могу сказать, что здесь будет какие-то сложные периоды. Нет, у нас из таких более, у нас весь февраль вот так по накатанной вперед. И следом у нас идет 10 февраля у нас переходит Венера в знак Рыб. О чем это? Когда Венера переходит в знак Рыб, нам вот хотелось сначала в начале, почему я говорю про отношения, да? Потому что когда мы начинаем чудить в отношениях, а это история, когда нам хочется свободы, конечно же, полнолуние 1 февраля, когда нам хочется сказать, вот какие мы классные, но по факту мы, получается, можем этим испортить свои отношения. И здесь, конечно же, нужно таки эту историю тоже очень хорошо понимать, что можно начудить в первой декаде февраля, а потом переживать. Потому что Венера, когда переходит в знак Рыб, это такое меланхоличное состояние, когда нам хочется переживать, когда у нас очень много иллюзий, когда у нас есть разочарование. И у каждого спектр эмоций может быть вот таким.
Поэтому здесь, мои дорогие козероги, понимайте, что не портите отношения, которые у вас есть, чтобы не испортить свою жизнь, чтобы не испортить свое будущее, да, потому что февраль такой очень мощный месяц, когда нужно эмоции свои попридержать. Вот такая история. И да, идем дальше. 14 февраля. 14 февраля Сатурн у нас меняет знак, переходит в знак Овна. И все козероги однозначно это почувствуют. Почувствуют, что силы, движения, активность, эмоции, энергии будут очень яркие, дерзкие, амбициозные. То есть захочется принимать кардинальных решений. Захочется, сказал, как отрезал. Вот так. Но, опять же, следом у нас идет коридор затмений на растущем лунном цикле. И если вот здесь мы в первой половине февраля будем принимать решения, ну вот как-то вот сейчас нам хочется, и ладно, как-то безответственно. Тогда вторая половина февраля пройдет очень напряженно. Как? Сатурн вообще переходит в знак Овна, это начинается квадратура автоматически к Козерогам. И если первую половину 2026 года это будет квадратура к Солнцу Козерогам первой декады, то лето — это Козероги второй декады. Козероги третьей декады — это вот весна 2027 года. Начинается только тогда движение Сатурна на вас прямое. Так вы просто будете чувствовать вот этот овновский драйв, желание, движение, ускорение, быстро делать свои дела. То есть, конечно, претерпевать напряжение, потому что Овен — это огненный знак, поэтому здесь, дорогие козероги, понимайте, какой азарт и движение у вас должно быть для того, чтобы преодолеть трудности. Опять же, не буду вам рассказывать про такие истории, что вот как-то вот будет полегче в 2026 году, не будет полегче. На это есть большое видео, прогноз, где я каждый месяц разложила, каким же он будет. И да, выстраивайте себе выходные, выстраивайте свои личные границы, выстраивайте себе моменты отдыха для того, чтобы перезагружаться. И февраль — это тот месяц, когда нужно будет именно психологически преодолевать трудности и менять свою реальность. Сейчас скажете: Женя, откуда столько эзотерики? На самом-то деле, потому что здесь у нас коридор затмения — это всегда такая эмоциональная история. Не могу сказать, что у нас в коридор затмений с 17 февраля грядет вот что-то такое большое, очень сильное, очень мощное. Ну, во-первых, этот коридор затмений абсолютно совпадает с китайским празднованием Нового года. Как начинается, так и заканчивается. То есть начинается 17 февраля, заканчивается 3 марта. Естественно, один в один, да. То есть это вообще, в принципе, такое нагрузочка на планету в том числе. Коридор затмений-то будет у нас у всех. Но начинается на растущем лунном цикле в Водолее, когда захочется обнулиться. Но февраль у нас месяц обнуления, у нас большинство планет на середину февраля было в знаке Водолея. Это момент, когда нам не хочется ни за что не отвечать, но для того, чтобы решить все наши проблемы, нам нужно стать на февраль месяц максимально ответственными. Понимаете, да, дорогие козероги? Максимально ответственными, но при этом ставить в свое расписание свой отдых, свои перезагрузки для того, чтобы не выгореть, для того, чтобы не заболеть. Особенно очень сильно мощно это касается козерогов первой декады. Особенно если вы очень сильно мощно устали в 2025 году, и я в этом вам абсолютно поверю. Козероги второй декады. У вас, конечно же, движение сознания, мощное ускорение вперед. И если вы нахватали каких-то юридических вопросов, если вы нахватали каких-то спорных моментов, ссор, скандал в своей жизни, потому что здесь напряженная оппозиция Юпитера, а это всегда, как правило, какие-то юридические вопросы, моменты, испорченная репутация, споры, скандалы, конфликты. И здесь эту историю тоже нужно понимать, да. То, естественно, развертка ее будет в коридор затмений. Козероги третьей декады, могу сказать, что для вас как-то полегче будет этот коридор затмений. Он у вас не будет как-то вот так считываться, и аспекты у вас не попадают. То есть, если вы меня спросите, козероги третьей декады, как пройдет у вас коридор затмений, вот ну козерогов третьей декады проще, чем у первой и второй, например, потому что здесь нет прямых видимых моментов таких очень сильного напряжения. Но опять же, хочу сказать, что здесь Уран еще делает очень классный аспект, поэтому если козероги третьей декады вы ускоритесь в профессии, в работе, в личной жизни, сделаете в своей жизни нечто новое, да, тогда у вас вы, наоборот, получите все плюсы этого коридора затмения, потому что он идет на растущем лунном цикле. Поэтому здесь
дорогие мои, понимайте, что февраль у нас такой мощный, сильный, и в нем нельзя сидеть и себя жалеть. Иначе для кого-то это будут просто упущенные возможности, как для козерогов третьей декады. Для козерогов второй декады это будет момент очень сильного разочарования, потери связей, контактов, то есть испорченная репутация, испорченное настроение, и эти отношения будет сложно вернуть, потому что у нас и Венера, и Меркурий из второй декады рыб как раз-таки делают козерогам второй декады аспект. Это говорит о том, что с помощью коммуникации и вовремя подобранных слов можно будет совсем договориться и все исправить. И козероги первой декады у вас, конечно же, на этот коридор затмений уже Сатурн в Овне, Нептун в Овне. Начинается новый такой большой этап для вас в вашей жизни, козероги первой декады, а это закрывать все старые долговые обязательства. Если вы понимаете, что вам для движения вперед нужно в финансах сделать какую-то новую ступеньку, делайте. Вы сможете, вы справитесь. Просто нужно понимать, для чего это нужно, да. И тогда коридор затмений пойдет, ну, совершенно на других началах, да. То есть это не будет история разрушительной. Ну, то есть это будет история в продуктивность, в будущее, в плюс, да. Здесь, опять же говорю, нужно понимать, для чего вы все это делаете, да. Четкий план, как я всегда говорю. И да, у нас еще из событий февраля ретроградный Меркурий. Он у нас, конечно же, начинается с 26 февраля, закончится он у нас 20 марта. О чем ретроградный Меркурий? Меркурий в этот раз будет в рыбах и начнет и закончит свое движение. Он будет во второй декаде рыб, немножечко в третьей, но потом откатится все-таки во вторую. Самый его конец уже в марте, но об этом я расскажу в мартовском гороскопе. Он дотянется все-таки до первой декады рыб. Меркурий в этот раз для того, чтобы договориться, понять всю сложность ситуации. Это я сейчас всем козерогам говорю, да, потому что ретроградный Меркурий заденет все декады. Это неплохо, это хорошо. Нужно понимать, что для того, чтобы договориться в определенных ситуациях, нужно будет понимать многогранность ее самой, что это не просто потому, что так хочется, потому что у всех других людей есть тоже обстоятельства. И если вы очень наблюдательный человек, вы увидите, что в феврале очень многие люди будут претерпевать такой большой невероятный всплеск энергии. У кого-то, у большинства заканчиваются старые процессы, и люди заинтересованы в том, чтобы это завершить, потому что за 2 последних года очень сильно устали, хочется все бросить и закончить. Поэтому, дорогие мои козероги, и первой, и второй, и третьей декады, ну вот не надо мне говорить, что вы как-то устали. М, Это еще нормально, понимаете? Здесь нужно просто взять все свои силы в свои руки и начать это делать, реализовывать. Тогда будет получаться хорошо. То есть на момент включения этого коридора затмений максимально спланируйте, что же вы хотите от своей жизни. Вообще на начало февраля было бы классно иметь этот план, для того, чтобы четко понимать, не уходить в какие-то сложные дела, потому что мы все любим уходить в какие-то другие реальности, легкие деньги. Нет, пишем свою книжечку, чего же мы на самом деле хотим, потому что здесь истории с мошенниками тоже очень могут быть в этом феврале, и это будет касаться козерогов первой декады. Не уходите в легкие деньги, потому что в коридор затмений будет вот эта развертка, как оно может продолжиться. Конечно же, это будет такой напряженный момент, и здесь нужно это очень хорошо учитывать и понимать. Ну что, мои дорогие, покупки в этом месяце будут не такие простые, как хотелось бы. Я за все стабильное, либо же это техника, инструменты своего труда. Особенно это должно быть вам по карману. Если это будет сделано в кредит, то это только начало месяца. Потом дальше будет сложно с этой историей справиться. Во второй половине месяца будет история неподъемная. Но опять же, если это касается козерогов третьей декады, вам можно. Козерогам первой, второй декады никаких кредитных. Но, конечно же, нужно понимать, что если у вас есть какие-то долговые обязательства, с ними нужно максимально быстро заканчивать, чтобы себе
не испортить жизнь, потому что и Сатурн, и Нептун будут первую половину 2026 года делать напряженный аспект к Козерогам первой декады. Козероги второй декады на этот февраль максимально держимся в своей репутации, в своем терпении, находим максимальное количество возможностей для того, чтобы решить свои сложные задачи в работе, не сбавляем своего темпа в финансах. Про любовные отношения: не потеряйте свою любовь, не потеряйте свою вторую половинку, потому что захочется обнулиться, сказать: мне все это надоело, уйти в закат и больше ничего не хочу решать. У Козерогов третьей декады такой истории нет, у вас история очень хорошая на работу и реализацию. Опять же, мои дорогие, это гороскоп общий, я рассказала. Если у вас есть свои вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео, и я постараюсь на них ответить. Пишите свою дату, время, место рождения и ваш вопрос для того, чтобы я максимально компетентно подошла к вашему вопросу. И да, февраль не настолько будет страшным месяцем, как многие говорят. И этот коридор затмений – это виток движения, ускорения для того, чтобы запастись силой, терпением, мощностью и вперед. А самая хорошая история на этот месяц – это в начале месяца, в полнолуние, начать заниматься каким-то очень мощным спортом для того, чтобы были силы и ваше тело было в тонусе, для того, чтобы смочь эмоционально пережить этот месяц, потому что он будет вот такой большое движение планет и людей не сильных всегда штормит. Козероги относятся к тем знакам зодиака, которые реалистично по-взрослому смотрят, наблюдают, видят все эти движения, но тем не менее кто-то может все-таки не выдержать. Поэтому здесь запасаемся терпением, все у нас должно получиться, потому что, как говорится, мы козероги и идем вперед. Желаю вам потрясающего месяца. Если остались вопросы, оставляю в комментариях к этому видео. И увидимся в следующем ролике. Пока-пока.